Приветствую вас в домике для цитрусов. Сегодня будет ролик об мандаринчике Амоа 8. Ну, вернее, он даже клементин. Вот у меня такой замечательный экземплярчик. На нем в этом году очень много плодов. И они уже созрели. То есть мы срывали там для дегустации. И в Фейсбуке я срезала. Они были уже очень-очень насыщенно окрашенные. Сейчас посмотрим, до какой степени они еще дошли. И его, конечно же, пора разгрузить. Не нужно на нем оставлять такое количество плодов, как я оставила. Потому что много плодов, они помельче, меньше плодов полноценного размера, и все-таки много мелких плодов. И перегруз. То есть нужно нормировать ему количество завязей. Это так, на будущее. Амоа 8 – это гибрид апельсина Мора и мандарина Авана. И у него получилась такая вот кровавая мякоть, а форма плодов мандариновая. Мой экземплярчик – это моя прививка. Я ее сделала 18 мая 2015 года. То есть на данный момент дереву 3,5 года. И это второе плодоношение. Первое было в прошлом году и было, по-моему, там буквально парочку плодов. В этом году плодов на нем очень много. Вот то, что попадает в кадр, и вот еще сзади плоды, это уже не весь урожай. Плодов было гораздо больше. То есть нужно нормировать его. Следующий ролик будет о том, что делать с мандарином или с цитрусом после такого обильного плодоношения. Плоды я, конечно же, срежу сейчас. Дам ему недельку постоять. И нужно его обрезать, сформировать ему красиво крону, удалить тонкие ветки и все срезать плодоножки и освежить ему грунт. То есть он у меня сейчас в ведре, в горшочке, горшок литров 7. То есть нужно будет его вытащить, убрать все эти подпорки, распорки, которые держат урожай. Возможно, либо заменить и нижний и верхний слой, или же перевалить. То есть я пока еще не знаю, что там корневая, как она выглядит и что с ним сделать. Что я буду с ним делать, пока еще не знаю. Но это нужно после такого обильного плодоношения обязательно. Либо заменить нижний и верхний слой, либо же полностью пересадку сделать. Потому что и грунт уже истощился. Такое количество плодов, конечно же, истощает грунт и само дерево. Возможно, в следующем году оно пропетляет плодоношение. Но это будет нормально. Абсолютно нормальный процесс, если он прохолостякует и ничего не завяжет. Ну или там, может быть, будет 1-2. В общем, посмотрим и потом расскажу, как он будет себя вести. А сейчас срезаем плоды. Вот такая гора плодов получилась у нас от мандаринчика Амоа 8. Некоторые даже сохранили пестик, из-за чего смотрится очень забавно. Питомник показывает фотографии, и у них есть краснота на кожуре. У нас они не доходят до такого состояния. То есть у друзей, которые в Крыму живут, у них доходит, у них есть, проявляется такой бачок. У нас его не проявляется, к сожалению. Потому непонятно, снимать их, не снимать, пора, не пора. Вот ни в одном плоде не видно красного бачка. Есть у некоторых там такой слабенький намек, что он как бы покраснел, но кожура фактически остается желтой, а мякоть уже хорошо окрашенная. Сейчас разрежем этот плодик. Конечно же, он окрашенный. Он хорошо окрасился, хорошая пигментация, хорошо окрашиваются предметы вокруг, куда попадает сок. То есть довольно-таки ядреный сок у него. И салфетка хорошо окрасилась. Один раз я вытерла, пришлось отбеливать. То есть он хорошо окрашивается. Единственный минус этого мандаринчика – это его кожура. Он очень плохо чистится. Сейчас попробую выбрать более-менее мягкий сорт. То есть на некоторых сортах кожура прилегает очень плотно. И оно вот так вот получается, что отдирается с кусками мякоти. Этот, на удивление, даже хорошо чистится. Предыдущие мы чистили и очень плохо. А кожура у него очень выраженная. Она немножко с горчинкой. Потому его нужно хорошо очистить, прежде чем есть. Этот тоже, видите, очень окрашенный. У нас зима. За окошком идет снежок.
А у нас в саду тепло и уютно, и дозревают вот такие классные плоды. Этот мандарин, он, конечно, сейчас выступил как предатель, потому что сорт плохо чистится. А тот раз для кадра и мандаринчик почистился очень хорошо и легко. На самом деле есть у него такая проблемка, он плохо чистится, мякоть отдирается, кожура отдирается вместе с мякотью, а кожура у него сама по себе очень выразительная. То есть у нее такая горчинка есть, и она не очень приятная. То есть если обычные мандарины может съесть еще и кожуру, то у него это не прокатит, кожура неприятная и сама по себе очень выразительная. Ее желательно почистить. Потому что вот с такого экземпляра, если мы разрезали, и вы съели с кожурой, или кожура попала, она перебивает вкус. Перебивает этот насыщенный, красивый вкус ягодный. Она мешает. То есть ее нужно хорошо почистить. И обычно это плохо происходит. Ну, не получилось, получилось хорошо. В общем, вот так вот растите, радуйте друзей и близких такими вкусными плодами. Потому что вот такие плоды вы нигде не купите. Вот 100%. А МОА-8 не продается вообще нигде. А он очень вкусный. Стоит его вырастить для того, чтобы побаловать себя, друзей и близких. Конечно же, детенышей, внучат, у кого что есть. Растите цитрусовые у себя дома, радуйте друзей и близких, оставляйте комментарии. До новых встреч!